Полиция приехала по вызову в одну из местных больниц. Один из пациентов был убит выстрелом через окно палаты. При убитом был найден сотовый телефон и диктофон. Пациент был доставлен в больницу с переломом ноги. Вот запись его диктофона. Всем привет, меня зовут Егор. Я расскажу, что со мной произошло недавно после игры в Among Us в 2 часа ночи. Я пришел домой после работы, страшно уставший. Час на электричке до дома, потом на автобусе еще минут 15. Быстро помылся, поужинал. Наконец-то я сяду за любимую игру. В нее я могу играть всю ночь, если бы не работа. Но сегодня я что-то засыпаю на ходу. Ничего, кофейку попью и вперед. Я поиграл пару часов и решил сделать небольшой перерыв. Пошел на кухню, включил телевизор. Ого, уже 2 часа ночи. Скоро спать ложиться. Надо другую работу искать. Я переключил канал телевизора на местные объявления. Буду смотреть, кто требуется на работу. Включил чайник. Похоже, я вырубился, так как проснулся от свистка закипевшего чайника. По телевизору диктор неприятным голосом зачитывал новости. Странно. На этом канале раньше была только музыка и объявления. Я прислушался. Диктор называл чьи-то имена и фамилии. Я налил кофе. Диктор продолжал говорить. Мне показалось, что он назвал мое имя и фамилию. Я обернулся и посмотрел на экран телевизора. На нем были кадры страшного происшествия. На перегоне грузовой автомобиль врезался в электричку. Диктор выразил соболезнования всем родным и близким тех, кто погибнет завтра. Потом заиграла музыка и пошли объявления. Как обычно. Я машинально посмотрел на часы. 2:30. Что за ерунда? Что значит завтра? Завтра это уже сегодня? А откуда известно про аварию, если ее еще не было? По спине пробежал неприятный холодок. Так, на сегодня Among Us для меня закончился. Пора спать ложиться. Я не мог заснуть всю ночь, пытаясь переварить услышанное. Пил кофе, выходил курить. Совсем обессиленный, я понял, что не смогу нормально отработать весь день. Тогда я послал СМС своему шефу, бывшему однокласснику, что приболел немного и не приду на работу. Это меня немного успокоило, и я заснул. Утром я смотрел новости. В них показали аварию на перегоне с электричкой. Погибло 30 человек. В этой электричке я обычно езжу на работу. Сейчас я работаю на удаленке. Могу играть сколько угодно. Но в Among Us я не играю после 2 часов ночи. Боюсь снова услышать мерзкий голос диктора. Прошло 2 недели. Мне позвонил мой друг Сашка и пригласил в гости. Я с радостью принял его предложение. Мы неплохо посидели, расслабились. Сашка предложил поиграть во что-нибудь. Например, в Among Us. Я машинально посмотрел на часы. Почти час ночи. Подумал, вдруг заиграемся. Я не замечу, что уже 2 часа ночи. Но я же не дома. Может, мне только дома нельзя играть так поздно. Хотел сначала все рассказать Сашке, но передумал. Мало ли что он мог подумать обо мне. И я согласился. Как я и предполагал, время быстро пролетело. Уже и 3 час ночи. Санек пошел ставить чайник. Захотелось кофе. Не успел уйти на кухню, как залетает назад в комнату. Глаза выпучены, ловит ртом воздух, а сказать ничего не может. Там, наконец отпустила. Говорит, поставил чайник, услышал шум в зале. Зашел, а там телевизор работает. Хоть и его и не включал вроде. И диктор неприятным голосом сообщает, что завтра в автомобильной аварии столкнутся легковушка и микроавтобус. Возникнет пожар, и все пассажиры сгорят. И перечисляет имена погибших, которые еще не погибли. Я бросился в зал, Сашка за мной. Диктор продолжал выражать соболезнования родным и близким погибших. Потом пошел фильм какой-то, вроде американская комедия. Я спросил у Сашки, не собирается ли он куда-то ехать сегодня. Оказалось, собирается. Друг на рыбалку позвал с ночевкой. Я все понял. Это было предупреждение. Для Сашки.
Но как ему все объяснить? Я ведь и сам тогда не поверил ничему. Просто повезло, что на работу не поехал. Пришлось все рассказать про себя. Как играл, как заснул, как услышал свою фамилию от диктора. Не забыл сказать, что не пошел на работу. И что узнал из новостей. «Саня, ты свою фамилию слышал?» «Нет, я пришел, когда уже он заканчивал перечислять погибших. Тебе все равно нельзя никуда ехать сегодня». «Егор, ну почему? Диктор ведь сказал завтра, а не сегодня. А уже почти 3 часа ночи». «Саня, там как-то по-другому идет отсчет времени. Завтра – это уже сегодня». «Где это там?» «Я откуда знаю?» «Знаю одно. Если поедешь на рыбалку, случится беда. Прошу, поверь мне. Сообщи, что не можешь поехать. Придумай причину. Заболел. Пошли СМС другу». Сашка задумался. «Понимаешь, Егор, мы уже давно собирались на рыбалку. Он не поймет меня. А ты меня пойми. Я прошу тебя, как друг. Отмени поездку. Видно, что-то было на моем лице такое. Тревога за него. Не знаю. Но Сашка мне поверил и отменил поездку. Мы еще немного посидели и поговорили. Одного я не пойму, Егор. Допустим, мы с тобой в эту игру играли. А другие что? Не могут же все пассажиры электрички или микроавтобуса быть игроками в Among Us и играть по ночам? Да, Саня, это непонятно. Нам все равно этого не получится узнать. Поболтав еще немного, мы легли спать. Утром сели пить чай. Саня сказал, что звонил друг. Пожелал быстрее выздоравливать. Через полчаса я ушел домой. А еще через пару часов позвонил Санька. Его друг врезался на перекрестке в пассажирскую «Газель». От удара машина загорелась. Друг и все пассажиры «Газели» сгорели на месте. Сашка в шоке от произошедшего, а я тем более. Ведь я тоже играл в Among Us в 2 часа ночи. Пусть даже не дома. А значит, я не знаю, чего мне следует опасаться. Ведь мой диктор находится в моем телевизоре. И как же мне это узнать? Неужели придется специально играть в 2 часа ночи, чтобы диктор своим мерзким голосом подсказал, что мне нельзя делать? Точнее, на каком транспорте мне нельзя ехать. Если бы я знал, как ошибался. Я дождался часа ночи и начал играть. Прошел ровно час. Я продолжал играть. К 2:30 я был уже на кухне с включенным телевизором на местных новостях. Но ничего не изменилось. Играла музыка. Шли текстовые новости о предлагаемой работе. Мне показалось, что я услышал мерзкий голос диктора. Я выскочил из кухни. Где? Откуда этот голос? Из зала. Я пулей влетел в зал. Диктор закончил сообщать новости, начал передавать соболезнования семьям погибших. Черт, опоздал. Что-то он быстро сегодня. Чего-то он там говорил о бытовом газе. Так, кто у нас ездит на газе? Ага, погибших всего 5 человек. Таксисты. Стоп! Уже 7 человек. Значит, маршрутка. Ага, повторяет новость. Диктор мерзким голосом сообщил, что завтра в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Так, вот и показывают. Адрес, дом. Да это же мой адрес и мой дом. Произошло обрушение 2-го и 3-го этажей. Мой этаж 2-й. Быстрее соображай. Завтра это сегодня. Чем это так воняет? Газ! Я бегом бросился к окну, распахнул его и встал на подоконник. Нужно прыгать. Раздался громкий хлопок, заложило уши, я потерял равновесие и упал вниз. Наверное, это спасло меня. Очнулся я в больнице. У меня сломана нога. Но я жив, и меня нет в числе погибших. Больше я никогда не буду играть по ночам. Разве что в Standoff 2. Я взял мобильник и набрал Сашку. «Привет, Санек. А я в больнице». «Привет, Егор. Ты был прав. Я сегодня в Standoff 2 играл ночью. И знаешь что?» «Что?» – радостно спросил я. Мне пришло сообщение по СМС.
Интересно, какое? Там написано: «Ты труп». Прощай, Егор. Ты был хорошим другом. В телефоне раздались короткие гудки. Я все же рискну и сыграю сегодня ночью в Standoff 2. О результатах расскажу позже. На этом запись на диктофоне закончилась. На телефоне убитого была найдена СМС, присланная в 2:30 ночи неизвестным абонентом. В ней было всего 2 слова: «Ты труп». Полиция проводит расследование.